Мы продолжаем опрос немок по поводу их отношения к тому, что, ну скажем так, отдельные соискатели убежища в Германии ведут себя по отношению к отдельным женщинам совершенно неадекватно. И для того, чтобы избежать, как и в прошлом опросе, обвинений в расизме, а обвинение в расизме это последний аргумент идиотов, которые уже не знают, кого бы и в чем обвинить, мы опрашиваем немок с происхождением. Меня зовут Сандра, я живу в Ашафенбурге, в Германии. Сколько тебе лет? Мне 22 лет. А как это получилось, так что ты немка, говоришь по-русски? Ну, это поэтому мои родители родились в Георгии. И В Грузии? Грузия, да, спасибо. И потом там был Сталин и Гитлер. И Сталин боялся, что все немцы, которые живут в России, что они будут что-нибудь сделать. Что-нибудь страшного. Понимаешь, что? Что они будут за Гитлера? Да, за Гитлера. И он сказал, все, вперед, уходите. Там, в Сибири, в Казахстане там. И да, потом мои родители были там, в Казахстане. Мой отец был в Кактусах, моя мать была в Алматы. Они переехали, да. В Германию? В Германию, да. Хорошо, скажи, пожалуйста, что случилось в Дармштадте несколько дней назад? Я слышал, что какие-то пакистанцы, беженцы трогали немецких девушек. Я слушала, спасибо. Это и мне надо сказать, что эти девочки, они одеваются так легкие. В смысле, они одеваются сексуально, да? Сексуально, да. У них нету кломотны. Ты думаешь, что девушки одеваются сексуально и пьют алкоголь, это провоцирует беженцев? Обязательно, да. Так что, может, немкам пора одевать уже никап или хиджаб? Не. Ну, надо эти мужики сказать, что здесь, как женщины здесь одеваются, и как там надо говорить с ними и посмотреть на ее. 80% беженцев это молодые мужчины, у них нет девушек. Может, им просто хочется секса? Что с этим делать? Я знаю, или я слыхала, что там есть, вы знаете, проститутки, да, извини. И Германия сказал, что если мужики хотят сексом заниматься, они могут идти сюда, и Германию будет платить. Так что, беженцы приезжают в Германию, ему захотелось секса, и он из-за этого должен получить еще деньги на проституток от правительства? Да. Они идут на улицу, смотрят на эти женщины, ему захочется сексом. И тогда он должен получить деньги от немецкого правительства и просто пойти к проституткам, да? Да. А когда ты смотришь на лица беженцев, которые здесь гуляют, что ты в них замечаешь? Они улыбаются или нет? Они спокойны или агрессивны? Они очень агрессивно смотрят на женщин. Очень агрессивно, очень захочется ему. Да. Думаешь, они показывают, что они чего-то хотят? Чуть-чуть, да. А ты чувствуешь себя в безопасности или нет? Думаешь, тебе может что-то угрожать из-за беженцев? Мне скажут, если меня какой-то мужик на меня посмотрит, я не смотрю на ему глаза. Ну, а тоже не вниз. Если я посмотрю вниз, это кажется, она боится, и потом я уже выиграла. Да? Меня зовут Мене, мне 28 лет, я живу в Дармштадте. Что случилось в твоем городе, Мене? Я слышала об этом в новостях. Это было сексуальное домогательство в отношении к женщинам. И кто это сделал?
Думаю, какие-то мужики из Пакистана. Это то, что я слышал. Guys from Pakistan. That's what I heard. А что могло быть причиной? Не знаю, серьезно, не знаю, не понимаю этого. No, I don't understand it. А что, по твоему мнению, может быть причиной в таком случае? I think in Думаю, что, смотря на то, откуда приехали эти люди, они не привыкли к тому, как женщины одеваются в Германии и в других странах. И поэтому они такое сделали. Думаю, они как животные. They did it. They are like animals, I think. Значит так, они смотрят на женщин, на красивых женщин, им хочется секса? Да, я так думаю. Потому что они не привыкли к такому в своих странах. Ну и они такого не понимают, не знают. Они не знают, как реагировать, когда видят таких женщин. React when they see a woman like this and Около 80% беженцев это мужчины, у них нет женщин. Может, они просто долго не занимались сексом? Да, я так думаю, но у нас в Германии есть, не знаю, как ты их называешь, ну ты как мужчина можешь пойти в некоторые места, где получишь за деньги то, что хочешь. Но не думаю, что у них были бы деньги на это. but I don't think that they have money, so Так что можно сделать, чтобы решить эту проблему? Думаю, надо обучать мужчин, которые приехали к нам из других стран. Они должны научиться тому, что в Германии по-другому, иначе, чем в их странах. И они должны к этому привыкнуть. that in Germany it's not like in their country and they have to get used to it. Думаю, что Германия должна принять больше беженцев. Сейчас думаю, да, потому что то, что здесь случилось в Дармштадт или на Новый год в Кёльне, это не причина, чтобы сказать, что мы не должны принимать больше беженцев. Потому что они бегут из своих стран из-за войны, из-за смерти, из-за голода. Или не знаю из-за чего. Не думаю, чтобы это был хороший повод для того, чтобы сказать, нет, мы больше беженцев принимать не собираемся. And hunger and I don't know what. So I don't think that it's a good reason to say no, we don't take. My name is Kona. Меня зовут Кона, я живу в Дармштадте, мне 24 года. Ты студентка? Да, я учусь на курсах математики и физики. Скажи, пожалуйста, что случилось в Дармштадте? Last week. На прошлой неделе? На прошлой неделе был концерт, и все там были. Было много молодых девушек. There was a lot of young Молодые девушки ведут себя так, не знаю, как это объяснить, но они пьяные, они столько пьют. Им 15 лет и слишком много выпивают для этого возраста. Ну и одежда, которую они одевают, она не такая, как у 15-летних девушек. They're 15 and drink too much for their age, and the clothes what they wear was not like a 15 years old girl. Сексуальные и пьяные? Да, и может парни подумали такое, окей, мы можем пофлиртовать с ними, а может потом что-то и больше, а потом это типа беженцы, но не совсем. Maybe more, and then it's like refugees, but not really. Это второй такой случай в Германии. Есть ли какая-то проблема с беженцами или нету проблемы? Да, но я не была в Кёльне. Я была здесь, видела людей, как они себя вели. Я не знаю, это вина беженцев или вина того, что девушки дали понять. Да, ты можешь со мной это сделать. В этом проблема. I think I don't know if it is like refugees or like yes, you can do it with me. That's the problem. Около 80% беженцев это мужчины. Думаешь, что у них есть женщины? I don't know. Не знаю. Некоторые из них находятся в Германии 2-3 года. Может, им просто хочется секса? Так как я уже сказал, я там была и не выпила много. Ничего плохого со мной не случилось. Ничего такого не видела. Я только видела людей, молодых людей, которые были очень пьяны. And I didn't see anything like that. I see only the people, the young people that are really, really drunk. А что скажешь по поводу уровня безопасности в Германии после того, как беженцы приехали сюда? Он выше, ниже или такой же, как раньше? Думаю, уровень безопасности такой же, как раньше. Серьезно, не стало сложнее. Я не видела никакой полиции. Ну, я видела полицию, но не больше, чем это было I раньше. see, but not like more than others. Привет, меня зовут Машал Хайдади, я живу в Дармштадт. Я афганского происхождения, у меня афганское происхождение. А где ты родилась? Я родилась здесь, я немка. Ты студентка? Да, я учусь на курсах инженерной защиты окружающей среды.
Wir machen gleich, komm her. Kannst du einfach, ich mach sowas gar nicht. Расскажи, пожалуйста, что случилось в твоем городе? На прошлой неделе на концерте, на котором я тоже была, я видела много людей, и, конечно, в том числе беженцев тоже. Их здесь, в Дармштадт, очень много. Of course, also refugees, since there are quite a lot here in Darmstadt. Думаю, что на самом деле их можно без труда отличить от остальных людей, живущих в Дармштадт. Потому что если ты живешь здесь, ты знаешь местных людей. Ну и то, как они себя ведут, это совершенно очевидно, что они новые в Германии. How they behave, and it's actually quite obvious that they're new in Germany. Хочешь сказать, что беженцы отличаются? I think they Думаю, они behave ведут себя differently по-другому. in society, Особенно, когда они находятся в especially when they are публичных in местах. official places, Потому что because они they are not, неприличные, как немцы. decent, like Например, они говорят громче нас, или they, используют больше жестов, speak чем louder, мы. for example, Ну, либо or, слушают громкую музыку. I don't know, Ну, use это more, то, что я наблюдаю. gestures, and or listen loud music, and yeah, that's what I can actually observe. Так что случилось на концерте? В ту ночь? Не знаю. I Я don't know, слышала об этих I сексуальных only домогательствах heard в from СМИ. these Я ничего не видела. На самом деле я видела очень много молодых девушек и могу сказать, что они не выглядят так, как должны выглядеть девушки в их возрасте. Young girls, and I can also say that the young girls are not looking like they should in their age. Но думаю, что проблема была также и со стороны беженцев. Конечно, там много молодых мужчин, они видят, как выглядят эти девушки, они выглядят очень открыто. They look really, yeah, open. В смысле, сексуально? Yes. Да, я думаю, что в исламских странах женщины очень закрыты, а здесь в Германии нет. И это что-то другое для беженцев. Every or all women are really well. Когда они сюда приезжают, у них есть мысль, что в Европе женщины могут более открыто вести себя в отношении к мужчинам. Они могут заниматься флиртом и сексом. Может, им кажется, что женщины здесь более открыты в отношении к ним, что у них больше желаний. Be more open with men, and they flirt, and they can have sex also with them, and so they think maybe they are more often to them or more willing to. Больше желания? У кого? У женщин? Yeah, the girls. Да, у женщин, с точки зрения From беженцев. the point of view of the refugees. Здравствуйте, меня зовут Кристина, мне 18, я из Дармштадта. Я родилась в Казахстане, но мы уже как 17-18 лет тут уже в Германии. У нас каждый год проходит фестиваль Schloss Grammfest, и в этом году 20 девушек молодых, какие-то там беженцы трогали. Это были, как я знаю, это были пакистанцы. И да, их как к ним приставали, их трогали. Вон уже один. Нет, это так как я это знаю, это не нормально. Привет, ты беженец? Ирак. Ирак. Ирак? Ты курд? Ирак, Курди. Да, курд. Беженец, да? Ирак, кам. Абдуллах Махмуд. Ну все, давай. Здесь стало опаснее из-за беженцев. Да. Раньше, я помню, тут все нормально было, и с 10 лет уже сюда в центр хожу, но уже как полгода страшно сюда ходить. Тут видно, как тебя обсматривают, как шептаются за тобой, как что-то смотрят даже молодые девушки, не знаю, 12-13 лет, 15-16, хоть женщина по 30, всех обсматривают, за всеми шептаются. Жутко уже стало ходить. А как думаешь, почему так происходит? Потому что так как у них-то законы были, у них такого же нету, чтобы женщин трогать такого. Так как у нас тут девушки более свободные, и они думают, им тут все можно, потому что им как разрешают много, они думают, им можно трогать девушек, им тут все позволено, они как короли самые, но они просто законов не знают. Я часто общаюсь с беженцами, я очень много путешествую. Беженцы в разговорах без камеры говорят: мы молодые мужчины, нам хочется секса. Не, ну, как сказать, ну мы тоже женщины, у нас тоже есть там свои как не вопросы, а как
нам тоже много чего хочется, но мы так не делаем. Если тебе наподобие хочется секса, иди сходи к проститутке, что-то сделай. Но не надо трогать маленьких девочек, женщин, которые, не знаю, по 12 лет, у которых потом шок на всю жизнь остается и потом с оправданием. Да, мне просто секса хотелось вот так и все. Это не такое оправдание для этого. Как думаешь, что Германия может сделать для того, чтобы такое, как в Кёльне и в Дармштадт, уже не повторилось? Есть некоторые, которые правда хотят сюда, в Германию, чтобы новую жизнь начать, чтобы тут все нормально было. Но есть молодые, которые для них это просто свобода, для них вот девушек все. Просто сделать, чтобы им законы были такие, как нам, не так, чтобы им все свободно было. Так как с девочками случилось, их взяли в милицию, просто документы взяли и потом все, больше ничего не случилось. Надо, чтобы им тоже законы были такие, как нам, чтобы их арестовали тоже, потому что это ненормально трогать девушек.